Почему гнев– это отрицание? Потому что гнев у меня не на сегодняшний день и сегодняшние обстоятельства, а он накоплен у меня из детства. Я живу в проекциях детства, и реальности я не вижу. Я живу во внутреннем конфликте с родителями и продолжаю выяснять с ними отношения через текущие отношения сегодняшнего дня. Я обычно выбираю в партнера мужа, жену, похожего на моих родителей, и продолжаю воспроизводить и предъявлять претензии, проигрывать сценарии, выяснять отношения. Я везде буду вокруг себя видеть родительскую семью в проекциях на других людях, работа, соседи, прохожие, то есть везде. Я буду как пьяная в гневе от своих обид, претензий, негодований, возмущений, да, вот на родителей внутри. Далее. Почему же еще гнев это отрицание? Потому что я эмоционально нетрезвая, да? Во мне все бурлит, во мне все кипит. Я, считайте, живу с бананами в ушах, с бревнами в глазах. То есть из-за вот этого постоянного кипения, да, мое мировосприятие искажается. То есть я вижу все через призму гнева. И поэтому это отрицание, потому что действительность, она не такая, как я вижу через этот гнев. У меня, во-первых, конфликт из-за того, что я в конфликте внутри себя, у меня конфликт со всем окружающим миром. Везде я буду нарываться на таких же агрессоров, притягивать, с кем я буду конфликтовать в метро, на работе, вообще везде, да. Гнев также будет разрушать меня изнутри, потому что это варится во мне, постоянно уничтожает меня. И также я буду выплескивать вовне. Либо на мужа и детей, да, кто под руку попал. Тем самым я буду разрушать их. Потому что гнев это разрушение личности, это нарушение границ. Если я сливаю свой гнев на ребенке либо на мужа, ну, как бы считайте, я как бы токсичные отходы брызгаю на них. Ну, это то же самое, да. Это их разрушает. Вот. Потом что еще? У меня вряд ли вырастет самоуважение в гневе. Я буду вообще в гневе, я буду считать, что мой гнев праведный, и что те люди, ну, на которых я злюсь ежедневно, они это заслужили. Я буду бить себя в грудь, говорить, что я права, топать ножкой, отстаивать свои границы. Вот это вот очень принято, нужно отвоевывать свои границы, но это совершенно не так. Вот, поэтому, ну, будет все очень плачевно, если я постоянно в гневе и в ярости. Еще такой момент, вот эта иллюзия, да, моих наблюдений за 11 лет, люди, которые начинают выздоравливать в сообществе, они размораживаются, ну, и у них вот этот накопленный гнев, ну, выходит. И такие люди, вот, они считают, что это победа, что они кому-то что-то начали высказывать, да, на улицах, в магазинах и так далее. Но это не победа, это разрушение. То есть никто не виноват в том, что в вашей семье с вами обошлись несправедливо. И то, что вы сейчас почему-то решили, что вы имеете право, ну, извините, как это на всех, то, ну, это не так, да. Вот, я не имею права, по сути, нарушать границы другого человека, срывать на нем свои негативные чувства. Чувства мои, разбираться мне с ними, если жестко, да. Вот. Поэтому, ну, вот как-то так. Но в итоге у такого человека будет разрушаться его жизнь. По сути, ничего хорошего такого человека не ждет. То есть у него будет все хуже и хуже. Ну, в конце концов, обычно такие люди либо одни остаются, либо дети становятся алкоголиками или наркоманами.
Вот, либо зависимыми, там у всех по-разному, да. Ну, с мужьями они обычно расходятся, расстаются, вот. На работе обычно тоже все разваливается. Ну, потому что если у меня заряд и моя жизнь, основа жизни гнев, гнев-разрушение, разрушается все вокруг. Ну, в итоге и болезни таких людей ждут, да, потому что бывает так, что человек тоже в гневе, но он его может, кстати, не выражать, а внутри себя вот там, да, вот его туда толкать. И, ну, бывают болезни очень тяжелые, онкозаболевания и так далее. Вот, поэтому, ну, вот такая вот не очень радужная перспектива. Если такие люди не получают помощь, ну, вот, все плачевно заканчивается. Я хочу сказать, что выход есть. Меня зовут Багнова Ася Юрьевна, я семейный психолог, помогаю людям с диагнозом ВДА и созависимость. Я оказываю 2 вида помощи. Это очную онлайн-терапию веду, то есть это еженедельные встречи 1 раз в неделю по часу. На терапии мы разбираем вашу сегодняшнюю текущую реальность, текущие обстоятельства жизни, работаем с ними, да, работаем над вашими моделями мышления, поведения, созависимости и ВДА. И параллельно разбираем вашу детскую жизнь, смотрим связь между сегодняшним жизнью и вашим детством. И постепенно человек вычищается, да, вот, ну, получает улучшение, да, вот в мышлении у него легче становится, в поведении. То есть человек постепенно приходит в эмоциональную трезвость, если кратко, да. Эта работа кропотливая, она длительная, то есть по щелчку пальцев вы не протрезвеете, вам тоже нужно будет работать усердно над собой между встречами, да. Вот, выполнять все мои задания честно и скрупулезно, да, чтобы добиться результата. Иначе это все будет мимо. То есть то, что там пришел человек, заплатил деньги и решил, что психолог должен ему что-то гайки подкрутить в голове, но это иллюзия. Я этого не делаю, у меня таких полномочий нет. Я предлагаю более реальную помощь, то есть, да, вот, и прошу вас также работать над собой, да, между встречами. Вот, работаю по 12-шаговой модели. Вот. Также я веду групповую онлайн-терапию еженедельно. Проходит по воскресеньям в скайпе 19:00. На группе мы также работаем над отрицанием, над конкретными моделями мышления и поведения ВДА и созависимых. Более четко и подробно все разбираем. Вот. Также человек получает помощь через группу. Вот. Конечно, бы я больше порекомендовала начать с индивидуальных встреч, потому что это более о вас будет конкретно, да, и более как-то глубже, да, вот, про вас. Потому что каждый человек, ВДА и созависим, он индивидуален. То есть одинаковых нет. Там у каждого что-то больше обострения, чего-то меньше. То есть все очень разные. Вот. Как записаться на групповую или онлайн-терапию, я оставлю ссылки, как со мной связаться, в описании. Вот, и также, кстати, я веду живую очную терапию в Санкт-Петербурге, в кабинете. Вот, если кто-то из Санкт-Петербурга захочет обратиться, это тоже возможно вживую, да. Вот, в принципе, на сегодня все. Всем доброго вечера и добро пожаловать выздоравливать.